Меня Андрей зовут. Как выбирал клинику? Сначала определился со страной, Турция. У всех на слуху, сроки, качество. И начал выбирать клинику. Достаточно один раз ввести в поиске стоматология Турция, и потом интернет тебе сам накидывает варианты. У меня не совсем стандартный случай был с нижней челюстью. Я это знал, понимал, поэтому искал дотошно, если можно так сказать. Сделал свежий рентген, отправил в большое количество клиник, около 15. Ну и начал с ними списываться и сравнивать и цены, и предложения. Основная часть клиник отказала, и все, начал выбирать из 3 согласившихся. 3 клиники согласились, в том числе ваша, в том числе Лема. Ну и все, начал выбирать уже из этих 3, уже более детально узнавая о клинике, читая в интернете, читая отзывы, ища информацию в интернете. Остановился на Лема изначально из-за размаха. Практически все ресурсы говорили о том, что очень большой поток людей принимают, крупная по габаритам, с собственным производством практически всего. Опять же, поотправлял свежие рентгены, попереспросил, уверены ли в том, что могут меня принять, потому что случай был реально нестандартный. Ну и также еще в те 3 клиники везде сказали, что меня примут. С нижней челюстью просто вариант был отброшен, и только Лема предложили еще и попробовать вариант на низ. Ну, поэтому я здесь. Ну и как, вы довольны результатом? Я только его получил, и то, что я вижу визуально, мне нравится. По ощущениям, мне, конечно, сейчас сложно что-либо говорить, потому что практически 9 лет у меня внизу не было зубов. И я настолько к этому от этого отвык, что мне сейчас нужно время, я как будто бы... То, что я вижу визуально, мне очень нравится. Пробовали уже кушать в них? Да, я пробовал уже кушать. Это очень непривычно. Но я думаю, я знаю, что надо немножко времени, чтобы прошло. Что все восстановилось, чтобы... Ну да. Я 9 лет не мог нижней челюстью кусать, поэтому... Если короткую историю у вас попросим... Несчастный случай, Да. грубо говоря. Многочисленные осколочные переломы, удаление кости и в итоге неправильно сросшийся перелом. Вот. То, что вот нас интересовало. Круто, что... Круто, у меня есть зубы. Ну, получили желаемый результат. Да, думаю, да. Да? Круто? Да. Улыбнитесь на камеру, покажите свои зубки. Это сейчас будет оскал, а не улыбка. Я в восторге от хирурга, который ставил мне... Я вообще в восторге от ваших врачей, спасибо им. Доктор Айкут. Он просто единственный, кто не просто согласился это делать, а прям не побоялся и был уверен в том, что он это сделает. Потому что даже в вашей клинике не все врачи взялись это делать. Он на уверенном и меня успокоил, сказал, не ссы, все будет нормально. Не знаю, можно так говорить. Можно. Ну вот, честь и хвала за то, что не боитесь экспериментов и не боитесь брать на себя ответственность и непростые задачи. В этом, наверное, отличается хорошая клиника от просто клиники, где просто поставить зубы и где поставить зубы со звездочкой. А как же ваш доктор, который вам устанавливал короткую? Вообще красавчик, тоже молодец. Я видел, что он очень старался, я видел, что он также волновался, переживал вместе со мной, да, много дискутировал, много звал инженеров, тех, кто проектировали мне зубы, мерил, примерял, подгонял. Тоже я к нему проникся и благодарен, что он как к человеку, что ли, относился с пониманием, так сказать, с пониманием, что я тоже волнуюсь, тоже переживаю. Вот как-то это ощущалось.